Салют, друзья, и добро пожаловать на канал Робби. В этом выпуске я уже расскажу вам про свою малышку Audi A5, которая заменила мне комарика. Ну, что вообще в целом могу сказать? Это TDI двигатель, это Quattro, это коробка еще и в спорт режим переключается, также и в механический режим, то есть можно самостоятельно передачи щелкать. Звук у нее приятный, я скажу, на удивление, после Camaro. И это всего лишь 269 лошадиных сил. 2 литра, твою мать! 2 литра! Так эта малышка выглядит снаружи. Это абсолютно белый беляж. Что мне понравилось, это, конечно же, у нее парктроник по всей вокруг аудюхи есть. Это здорово, потому что подъезжаешь куда-то, она пищит, еще что-то. Но единственный нюанс — это ее посадка. Я тут недавно цепанул бордюр, и получается у меня вот такие вот коцки с этой стороны, он внизу на бампере, и здесь тоже. Вот такие дела. Но так, в целом, эта малышка идеальна. С люком. Люк, правда, полностью не открывается, только вот так вот приоткрывается, и все. Вот такая она со всех сторон. Давайте посмотрим. Здесь какие-то коцки на ней, если были, то я их убрал. Они вышли мне в 600 дирхам убрать эти коцки. Ну и довольно-таки неплохой вид у нее. Надпись я не стал убирать. Вот эта вот надпись, она здесь осталась. 2.0 Quattro. Вот такие вот дела. Ну и вышла эта машинка мне в 18 тысяч дирхам, получается. 18 тысяч дирхам. Зеркала автоматически. Зеркала у этой малышки автоматически складываются, когда блокируешь ее. Ну и я не знаю, почему на камере фары подмигивают. На самом деле они не подмигивают. Они все светят прекрасно, потрясающе. Здесь решетка немножко поломана, но ничего страшного, учитывая ее стоимость, 18 тысяч дирхам. 18 тысяч дирхам. 19 600 со всеми переоформлениями, то есть это и страховка, это и получается переоформление само, ну то есть вообще здорово. Единственное, сидушки немножко потресканные, ну ничего, вот так вот это все выглядит. Здесь кожаные вставки идут, здесь, конечно, такой пластик, немножко под кожу закос, но это все-таки пластик. Нет никаких пипеток, которые там вылазят, залазят. Эта модель 2010 года, но довольно неплохо сохранилась, учитывая, что она 2010 года. Вот что у нас с сиденьем, смотрите, вот такая вот проблема есть. Но в целом, то есть это вообще здорово. Машина, у нее, кстати, уже 280 километров на спидометре, не 160, как у комарика. Но единственная камера заднего вида здесь нет, только парктроник. Музыка играет, я скажу вам, ну так себе, учитывая, что у нее идет здесь, получается, полный фарш по динамикам, то есть они расположены вообще везде, то есть и вот здесь, так, I'm sorry, и вот здесь, и здесь, и получается в боковушках здесь, вот для
пассажиров сзади, то есть здесь вот небольшие отверстия, здесь. Вот такие вот дела. Опа! Вот так вот выглядит сзади. Но это все полностью откидывается, задний ряд. И я, честно говоря, даже думал, что если на природу выехать, то можно расположить просто себе целый спальный, я не знаю, здоровенный. Ай, господи, я не знаю, что у нас здесь, честно говоря. Вообще не знаю. Еще не открывал, надо будет посмотреть. Но походу там одеяло. Для того, чтобы сзади было тоже комфортно, у гостей здесь есть кондиционер. Также есть, чтобы зарядник втыкать. Также пепельница. Вот такие вот дела. Ну и карманы тоже сзади есть. Хоть и дверей нету. Ну, довольно неплохая модель. Вот, Audi A5. Мне, честно говоря, она нравится. Как она едет. Едет эта машинка довольно-таки бодро, учитывая всего объем двигателя в 2 литра. 2 литра, ну, это ерунда, согласитесь. После Camaro 6-литрового, 6,2. Двушечка это прямо вообще так себе. Но довольно-таки шустро, учитывая эти 2 литра, она подрывает. Она и едет на спорт режиме очень приятно. И какие-то моменты у нее тоже есть приятные. По тормозам все good, пушка, то есть она их чувствует, учитывая колеса меньшего радиуса, да. Вот. Ну и в принципе по двигателю тоже нареканий каких-либо нету. Давайте посмотрим его тоже. Это всего 2-литровый моторчик, маленький, я скажу вам, но довольно-таки приятный. Опа! Открываем. Пойдемте посмотрим. Кстати, окна здесь тоже без рамок, без всяких. То есть открылись, и у вас двери полностью открыты. Ну что, вот такой вот у нас TFSI. Вот такой вот он у нас. Моторчик небольшой, но шустренький. 2-литровый. Все-таки может. Единственное, что-то у меня тосол куда-то уходит потихонечку. Понять не могу куда. И это очень плохо. Вот такие вот дела. Ну что, по этой машинке я в принципе вам показал все. Наверное, что я еще не показал, я могу еще дополнительно отснять. Ну, надеюсь, еще, наверное, что-то вам точно покажу, чтобы уже наверняка не было никаких вопросов у нас с вами в дальнейшем. Ну, внутри это вот такая вот машинка. Ну да, немножко здесь руль у нас блестки вот эти пооблазили. Тут есть какие-то коцки тоже. Здесь вот, например, небольшие потрескивания, да, здесь тоже вокруг ключа. Ключ у нас, оп, нажали, заглушили машинку. Вот такой вот ключик. Вот. Вставили, зажали педаль тормоза, нажали, завелась машинка. Вот так вот как-то это все выглядит.
надпись Quattro, конечно, везде. Здесь, смотрите, внутри, вот мне очень нравится дизайн этой машины, потому что он продуман, то есть до мелочей, даже вот этот бардачок, он все сделано очень приятно, очень комфортно, то есть здесь дополнительный отсек под телефон, то есть вот сюда, видите, можно телефон положить. Потому что здесь у нас крышечка открывается. И есть вот такая вот. Вот такой вот. Блять. Вытащись, зараза. Вот видите. Это получается у нас AUX и зарядка. Вот так вот это выглядит. То есть выхода здесь под AUX отдельно какого-то или же под зарядку нету. Здесь он вот на такой вот прищепке. Вот. Но довольно-таки интересно играет музыка, так что в принципе комфортно все. Здесь еще вот такие вот вставочки. Что касаемо подлокотника, наверное, тоже покажу вам фишки небольшие. Смотрите, то есть оба, вот так вот пододвинул его, и все, и можно ехать вот так вот. То есть он еще продлился у вас. Вот. Открываешь, ну, здесь вот AUX небольшой лежит и переходник под Bluetooth. Но играет паршиво, поэтому я им не пользуюсь, просто включен. Вот так вот выдвигается, задвигается. Он тоже потрепан немножко. Но все-таки, что мы хотим от машины 2010 года? Вот у нас получается парковка. Это парковка. Это, кстати, дополнительная кнопочка, то есть как ручник своего рода. Если вы едете, например, да, вы ее чпоньк поставили, и все. Машина никуда не уедет. Это в пробке, например, встаете, чтобы не переключать туда-сюда, кулису не дергать. Вы просто кнопку нажимаете и стоите. Здесь получается задняя, нейтраль, дэшечка, и вот здесь как раз плюс-минус. То есть на дэшечку вы включаете, да, например, вот так, и хопа, вот так переключили, опа, вправо, и все, и у вас под рулевые лепестки получаются, видите? Но они тоже с рулем, зараза, крутятся. Я не понимаю вот этих вот приколюх у них, прям вообще. Вот, и можно будет скорости самостоятельно переключать. Либо просто включаете на S. Спорт режим у нее включается, и она уже едет гораздо бодрее. Кондиционер вообще пушка. Он дует прямо очень холодно. Что ж, вот так вот проецируется у нас все на экран. Авто можно нажать там и опять выбирать, что, куда там дуть. Авто. Все. Ну, он разгоняется уже тут на авто. Кошмар какой-то. Ну, как вам вообще машинка? Регулируются зеркала вот здесь. Багажник открывается здесь, но он и там открывается. Кстати, пойдемте посмотрим вообще, какой это багажник. То есть, давайте выключим вообще ее. А то и так бензина маловато. Надо заправляться. Вот так вот. Вот машинка безрамочная. То есть, дверка очень здорово сделана. Мне нравится, честно говоря. По багажнику все гораздо проще. Подходим. Чпоньк, нажали. Все, открылся. У нас вот такой мега здоровый, мега огромный багажник. Здесь он вообще на 450 литров. Здесь у нас вот так вот все это выглядит. Ну, это масло, которое она ест. Это вот Тосол розовый, G12, это даже G13 ультра, но в принципе он тоже подходит.
Вот так вот. Здесь получается просто отверстие небольшое, но его тоже можно вырвать оттуда. Ну ладно. Так, что у нас, что касаемо внутри. Господи, открыть бы еще это дело все. Ладно, вот так вот подниму просто. Это у нас запасочка. Ну, такая вот запасочка. Новенькая абсолютно, но в этой стране в принципе без разницы. На колеса, потому что они здесь очень долго одни ходят. Ну что ж, вот и подошел наш с вами выпуск к концу, в принципе, по этой машинке. Это трехдверка, да, это вот такая вот она интересненькая. Что могу сказать? Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и дальше мы можем также съездить на авторынке, посмотреть с вами уже другие машины, не только Audi, да, и уже разобрать вообще, стоит их перегонять или нет. Давайте, кстати, сразу на примере, пока мы с вами не закончили выпуск, скажу про нее. Стоимость 18 тысяч дирхам. Если вы там не переписываете ничего туда-сюда, то там нужно будет за снятие номеров заплатить еще сверху там 170, по-моему, 176 дирхам. Если вы ее собираетесь, например, перегонять. Вот вы приехали, купили ее за 18 тысяч дирхам, и перегонять вам надо. Ну хорошо, 18, 176 у вас выходит. Далее, транспортировка до Астрахани 1800 баксов. 1800 баксов, это до хрена. Дальше это растамаживание. На именно эту модель растаможка выходит 1 119 тысяч рублей. 1 119 тысяч рублей. Я считаю, это дорого. Потому что эти модельки у нас стоят как раз по 800 даже тысяч, можно найти такую машину. То есть уже эту невыгодно гонять. Гонять нужно, если именно рассматриваете перегон машин из Дубая, да, там из Эмиратов, то обязательно гонять не вот такую, не старую модель, обязательно новую, которой еще нету до 3 лет, короче говоря. Это вот 20 года, 21, 22. Тогда все будет пушка, потому что таможка будет меньше, вы сможете на этой машине заработать. Но единственное, она и здесь будет не из дешевых. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. Дальше будем еще что-то обсуждать.